Саша. В лучах солнца белоснежные ножки. Бор просыпается, и вот нам посчастливилось это невероятное счастье, что мы наблюдаем это чудо. Вишневая шляпочка, вот она, блин, я просто кайф. 4 Саша — это мое второе имя. Друзья, всем привет! У нас третий день нашего мини-грибного путешествия. Сейчас мы будем собирать максимальное количество маленьких боровичков. И у нас появилась интересная идея попробовать продать их в Минске на центральном Комаровском рынке. Когда вот я смотрю видосы про сбор грибов, про рыбалку, иногда вот люди снимают, как они продают, вот показывают рынки, и мне всегда очень интересно смотреть, то есть в какой стране, как это выглядит, как вот это все происходит. И мы решили попробовать тоже и посмотрим вообще, можно ли вот такие длительные путешествия вывести в плюс или хотя бы ноль. Поэтому будет интересно, следите. А мы в потемках с фонариками отправляемся на поиски. Ну что ж, доброе утро от меня. У меня, как всегда, соревнования с Александром внегласные. Всегда хочу найти быстрее его. И вот у меня это удалось. И посмотрите вот на камеру, видите ли вы его. А вот он сидит максимально скрытый. О, это 2, Саша. Класс. Вот. О. Короче, сегодня я его победила. Ну, без фонаря, наверное, не заметили бы, да? Да. Ты бы мимо прошла. Красиво. Круто, класс. Будем смотреть. Класс. Ну что ж, рубрика моих побед продолжается. Нашла я следующий грибочек. Класс. Как мне сегодня ведет. Итак, мой сегодня первый, прямо по центру огромной поляны. Зашел малыш. Опа. Идеальный. Сегодня не по 5, а по 1. Это немножко расстраивает, но мы не сдаемся и идем далее. Видимо, мы снова попали на короткую волну, которая длилась несколько дней. Что нам очень повезло, что мы не приехали сегодня, например, сюда. Находим поштучно, мало, и новых маленьких мы не находили. Только вот такие дорастающие сначала с этих дней. Ну, этот вообще идеально прям. Да, вообще очень красиво. Красота. Взяли вот такого красавца издалека. Этот нож лучше. А потом начали, соответственно, крутиться. И 1. Мы были уверены, что маленьких уже нет. Но мы не понимаем, может быть, они просто медленно растут. И вот тут еще. или мы их просто не видим. Ой, хотела выкрутить, а шапка отломалась. Прикол. Угу. Вот вам и выкручивание. Решила потестить первый раз. Вот так вот. Так, мы заехали позавтракать. Первое место проверили. Результат всего лишь 7 или 8 штучек. Сейчас перекусим. И поедем посмотрим еще одно место, а потом уже на Минск. Приехали на новое место. И очень как-то оно нас хорошо встречает. Александр тут перебывается и такой: о, боровичок. Он подумал, что это польский немножечко. Да, как-то вот мне показалось по цвету Но я шляпки говорю, сразу. нет, это наш Сосновый. сосновый боровичок.
Ух. Класс, да? И сразу прям настроение поднялось. Настроение вообще. У нас последнее место здесь. Походим. Может, что-то найдем. Любопытно. Да. Ходим по новому сосновому бору. Попался вот вначале около машины один малыш вдоль дороги. Ну и вот мы так ходим. Вот в просеке сидит два красавца, которых не нашли. Тут вот есть такие укусы. Какая-то птица, или, мне кажется, клевала. Вот, ну выглядит красиво. Мягковато уже брать не будем. А Ну, там здесь, вообще смотришь, как в сказку. да, и тут как в сказке. Богатырь сидит. На таком мхе. Ну, Ножка твердая? ну ножка, Ну, да, наверное, но не я думаю, сливай, он да. такой уже не очень. Мы в любом случае брать не будем. Класс, ну красиво смотрится, да? Да, полюбуемся и пойдем далее. Yes. Маленьких нету рядом, то есть, наверное, здесь просто вот в этом бару сигнальные вот грибочки выскочили. Массовости точно не наблюдается. Вот, но пройдемся, прогуляемся, может что-то попадется. И вот, наконец-то, мы нашли сигнальные грибы. Место, которое мы сейчас прочешем более внимательно. Вот первый грибочек. Опа. Класс. Издалека его заметили. Прикрываем. Покажем? Да, точно. Но я прикрываю обычно после видео. Уважаемые зрители, никогда не прошу вас писать комментарий, но вот после этого кадра напишите, пожалуйста, вот про эту замечательную девушку. Мы нашли поляну. Саша проснулся, а я нет. Мы нашли поляну, вот смотрите, первый малыш. В общем, от чего я проснулся, и вот максимальное удовольствие, это из-за того, что сосновый бор вот этот, он просыпается. И мы, несмотря на то, что мы здесь не местные, вот приехали на... Вообще сами нашли первый раз. На 2,5 дня, можно сказать. Без папы уже сегодня мы ходим, папа уехал. Да, тут уже я проявлял свои навыки по поиску мест. Оп, Так, там паук, аккуратнее. Не смотри. Господи, боже мой. Так, ладно. Короче, чтобы не тратить время, идем сразу же далее. Бор просыпается. Снимай, как я тебя учила. Бор просыпается, и вот нам посчастливилось это невероятное счастье, что мы наблюдаем это чудо. Ай, стоят вот большие возле дороги и так далее. Тут немного левее можно, ну и прямо в любом, можно так, да. И нам посчастливилось быть первыми, наблюдать это вот чудо природы, когда просыпаются короли грибного царства. Просто тема. А предыдущий вот гриб, от него я заметил вот тот дальний старый, и мы шли на полянку, и вот вы уже можете видеть в лучах солнца белоснежные ножки. Просто вот оно, классика. Вот они просыпаются, идеально крепкие, идеально чистые. Ножка вот прозрачная, как будто там на сломе. О, вот они. Так, бери их. Потеряем, да? Так, Я потеряю сонность. левее. Здесь еще один. Еще один братик. Ох, вишневая шляпочка. Вот она. Блин, я просто кайф, смотрите. Ух, возьми. Я думаю, сейчас мы еще много найдем. Да? Ну, Прям так я вот не вошли знаю, в но... эту часть. Я думаю, сейчас будет много. Там еще старенькие стоит. Да. Саша не любит уделять внимание стареньким, но мне они очень нравятся, как дедушки такие старенькие. Старенькие грибы, они пользуются наибольшим уважением у меня. Как только он был замечен, через 5 секунд... Благодаря ему нашли. Через 5 секунд стояла уже точка. И в душе у меня была максимальный уровень благодарности этому грибу, то, что он показал, что новое место работает. И теперь, уважаемые зрители, вот посмотрите.
такая находка, которая, не знаю, сводит с ума любого человека, сведет. Ну прям вот жесть. Меня И уже не сводит, я уже так устала Да. за эти дни. Поэтому- Много часов сна. поэтому, кто желает О, а там свинушка толстая, О, кстати. прикольно. Смотрите, вот свинушка толстая, Бархатистая. бархатистая. Вот когда ее вот берешь, Очень сразу мягкая. же возникает желание погладить бархатистую ножку, как будто бы это кот. И знаете что, мне кажется, ее слишком не романтично назвали. Она действительно очень приятная и необычная. Ее надо было кошечкой называть, а не свинушкой. Свинушка, что это за название? А свинушка тонкая, смертельно опасный гриб. Подписывайтесь на ТикТок мой. Там выходят такие коротенькие обучающие ролики про разные виды грибов. Очень полезно, интересно. И совсем скоро мы вот уже подсняли отрывок со свинушкой толстой. И осталось найти красивый экземпляр свинушки тонкой. Ну и мы дадим инфу. Вот, мы выключаемся и идем далее. Так, мы разделились. Вот, идем рядами. Фармим, так сказать, на профессиональном уровне. Не романтично, никак вот душа. Куда душа захочет, туда мы идем. Уже мы работаем. Сейчас у нас рутина. И вот, смотрите, я шел по границе большого леса и вот этого. Какая-то вот посадочка здесь была. И вот прижатый, смотрите, плоский. Отличный, молодой, сочный. И вот я иду по границе здесь. И очень много пауков, а значит здесь никого не было. Да, но они тут не росли, вот стоят большие, открытые. Мы какие-то показали, какие-то мы не показывали отдельно, просто мимо проходили. Вот, и нам... Что? Друзья, если вы слышали вот это одно слово «нашла», это вот просто в ту же секунду адреналин зашкаливает. Просто вот жесть. О, нашла. Да. Я уже это вижу. Это классно, да? Показываю. В онлайн. В режиме онлайн. Вот смотрите, открытый, полностью открытый, легко виден. Если вот предыдущие дни там Сломался. подстилка была более... Чистый. Если там, Чистый, но сломался. если там была подстилка более сложная, они там прятались. Но тут создается впечатление, что вот просто как на столах стоят. Да. Издалека даже такие молодые видны. И по сути одинаковая подстилка, да? Да, и это круто. Идем, смотрим. Так, вот дошли до границы. Шли по рядам. Вышли на новые соседние ряды. А палочка зачем вам? Чтобы паучков сбивать. Понял. Не- Так происходит тренировка бойца, у которого фобия пауков. Все, кто... Я попалась. Так, там паук, аккуратнее. Не смотри. Господи, боже мой. 4 бугорка, смотрите, какой прикол. Ну тут облом, короче. Тут поганка. Ага. Смотрите, вот вдалеке. Кажется, что ты. Мы еще не подходили. Оно стоит. Друзья, у меня плохое зрение. Я вижу вот 2. Я вижу под центральный четко, второй, ну, наверное, тоже. Третьего я вообще не понимаю, где. И мы идем вместе с вами. Идем. С обратной стороны дороги там еще один вот такой бор сосновый. Пока мы туда не заходили. 4 Саша. 4 Саша. Это мои лучшие слова, которые я слышал когда-либо. 4 Саша. 4 Саша. 4 Саша — это мое второе имя. 4 бугорка. Смотрите, какой прикол. Ну тут облом, короче. Тут поганка. Ага. Добрый вечер, чтобы не расслаблялись. О, блин. Друзья, если вы думаете, что это вот все вам шуточки и грибочки, вот мы ходим, это очень жесткая тренировка. Очень жесткая Ну ладно, все-таки не тренировка. 4, но видишь, ты порадовался за то 4. О, я уже видел ножку, а ты еще Класс, нет. Да, я издалека увидела. Вот это класс. Ладно, Давай. Клево. Ну, этот, наверное, не будем срывать, Да. такой старенький. Тут, А вот этот, кажется, нормальный. да. Такой плотненький. Давай. Ну, этого проверим точно мы.
Видите, старенькие. То есть они тут всходят уже давно, их никто не трогает. Обманка какая была, Обманка была, да. Прям вообще. А вот тут, смотрите, помимо пауков, здесь еще есть, видите, орлы, которые вот. Видите, какой клюв огромный? Подумаешь. А, нет, это ногти рыси. Здесь еще есть рыси, которые питаются боровичками. Поэтому не так-то все просто. А это моя защитная палочка. Так, ходим. Пока что следующий у нас одиночный идет. Вот такой. Смотрим. Смотрим, что же там внизу. Ох, нога глубоко сидит, прям вообще не знаю, как его подцепить. Расшатываем и выкручиваем. Вот он. О, свеженький, мокренький такой, прям влажный. По тропинке шел по краю посадочки, где голубой мох. И вот стоит. Опа. Ох, муравей пытается ужалить. Вот так выглядит. Так, друзья, точно последняя находка нашего грибного путешествия небольшого такого. Идем вот к машине, с другой стороны подходим. И стоит наш последний березовый, наверное, белый гриб в песочке. Точно будет чистый, все грибы в песке чистые. Вот это с этого места. Внизу там малыши. Сейчас покажем общий итог сегодняшнего дня и потом общий итог со вчерашним вместе, и поедем уже в Минск. Вот такой вот у нас сегодня итог. Маленький, но приятный. Ну, я бы не сказал, что маленький в целом. Неплохо. В общем, последние кадры вот с нового соснового бора. Вот 14 штучек, два белых гриба. Березовых или еловых, ну нет, это березовые, вот, ну и остальные сосновые, собственно, вы все видели, и красота неописуемая. Приплюснутый мне вот нравится, класс, плоский. Вот, а вот эти малыши, это с утреннего места, с первого, там, где мы были предыдущий день. Итого 9. Ну, в общем, 9 плюс там 14, 25 получается. Это мы сегодня нашли, приплюсуем там завтрашние. И все, и поедем уже в Минск на рынок. Попробуем продать, посмотреть вообще, купят ли, что будет происходить. И сколько они стоят, надо еще подумать, узнать, тоже мы не в курсе. Ну, в общем, следите, мы завершаем сбор грибов в нашем прекрасном грибном путешествии. Я предложила отдохнуть. Вот какой отдых у Александра. Не хочет он полежать в лесу на мягком мхе. Пишите и ставьте плюс в чат, кому нравится FPV пролеты в видосах. Качество YouTube очень жестко съедает. Не можем никак решить эту проблему, но мы стараемся. И я, если есть хотя бы одна минутка, я не могу упустить ее, чтобы не поискать. Еще один боровичок. Так, одну батарейку отлетали. Сейчас попробуем снять опасный пролет, который будет в превьюшечке к этому ролику. Вот такой у нас итог. Погостили у Марии. А лес у нас тут совсем рядом. Вот. Были рады навестить Очень тетю рады. мою. Она нас приютила, накормила, согрела, облюбила. Да, это Вот. классное было Так путешествие. что вот так, было очень круто. И видео, я надеюсь, вам тоже понравилось. Нам очень нравится. Мы уже в предвкушении монтажа, какое оно будет живое очень. И такое... Какое, Саш, классное. Да короче. вообще супер, да, грибочки отличная, просто мечта. Так что всё.
Так, ребята, ну что же, мы приехали на рынок, мы связались с менеджером рынка, сказали, что мы везем элитный товар, прикольные грибы, и он сказал, это очень классно, и мы заехали даже на территорию рынка, куда запрещено обычным людям. Он нас встречает, и мы идем. Короче, идем, опаздываем. Работа рынка, наверное, осталась около часа. Сейчас, короче, нас встретит вот главный сотрудник рынка, который занимается вот размещением, я так понимаю, вот этой всей темы. И будем что-то думать. Вот так вот выглядит наш товар. Потом покажу. 10 километров по лесу, 4 часа в дороге, и мы еще идем на Комаровку. Да-да-да. Будем брать кассу сейчас. По цене вообще не понимаем, сколько, что. Сейчас спросим. Ты же где-то черпал. Тут нас, короче, расхваливают, что вот маркетолог ТикТок или менеджер, я не знаю, кто расхваливает, какие мы молодцы. Он наткнулся на наш ТикТок недавно. И говорит, как он залип, смотрел все видео, и весенние, и все. И вот они, в общем, общаются, и все это как-то забавно, необычно. Вот, у нас в Минске только 2 места. Раскладываем грибочки. Когда ночью температура падает у разных грибов, это получается разный градус, но именно чтобы оно упало, у грибницы случается стресс, это называется температурная провокация. Она понимает, что какие-то плохие погодные условия, ей нужно размножиться, чтобы улететь ей как бы скоро дальше, и она выпускает плодовые тела, собственно, которые мы собираем. Да, вот видите, он сейчас говорит, вы посмотрели, с какой сладостью он рассказывает, когда собирает грибы. Причем в то время, когда мы с тобой еще ходим в зимних куртках, он уже какие-то там первые сморчки, Саша, или что ты там собирал? Ну, какие-то первые грибы, я помню, что очень еще... Сморчок конический на 2-м месте в Европе после черных трюфелей. Они стоят, их культивируют. В Китае строят теплицы, где распыляют газ какой-то секретный, вот пытаются понять, что там в нем. Черный трюфель немножко такой, то есть мне он не понравился. Бабушки на нас смотрят, все бабушки сошли с ума. Такое вот резкое. И вот этих сморчков, что нигде нет грибов, а мы тут приехали с супер грибами. То есть вот в нашей культуре не особо принято, у нас вот белый гриб как бы топ-1. А у них они поменьше ценятся, и вот сморчки, если наподобие трюфеля, оттенки есть, возможно, поэтому вот, они нравятся. В общем, ждем Сашу, к нам обязательно еще раз в гости. Интересно, Брестская область, Малавита, вот Там саду выращивают, или принесли продавать? Да. вот. Да. Мы вообще снимаем видео, как мы собираем, ищем, делимся. В Брестской области везли, получили удовольствие. Почем вы будете? Кучка 40 рублей или 60 рублей килограмм. Кучка 40 грамм. Ну, то есть 685 грамм. Ну, короче, 1400 вот это. Вот эти немножко подкоченные, но мы вот проверяли. Вот этот, например, тоже чистый. А за эти сколько? Так, тут, наверное, под килограмм, ну, типа 40 рублей. То есть это 80 2 если. Это 40 потом, наверное. Если все вместе, получается, это 40-40 И 40 тоже. здесь побольше места будет, да? Ну да. Тут получается ножка немножко подточенная, но тут как бы чистая связка. Надо проверять там. Если все вместе забрать, то сколько будет? 120. Давайте там 110 и... Да, я заберу все. Ну, давайте. Хорошо. Так. Пакетики надо. Смотрите, у нас здесь такие, но есть еще важно, чтобы они, ну, типа, дышали. Можно, наверное, выпустить, да, давайте. Можно маленький, может, которые хорошие, да. Да. 3 пакетика как раз мы сейчас в 3, то есть 3. Ну, в Минской области грибов нет, поэтому мы уехали.
Спасибо. Да, приятного. Сейчас Оля привезет своей телегой. На часах 19:47. На часах 19:47. Мы проснулись в 5 утра. Мы ходили много километров по лесу. Мы ехали 4 часа в Минск. Мы побывали на Комаровском на рынке. И мы идем за лапшой тратить заработанные деньги. Короче, докладываю по цифрам, взяли кассу просто. В общем, сейчас посчитали. Ну, на самом нашу- деле не взяли, потому что у нас остался час до закрытия Комаровского рынка. Если бы это было утро и сейчас наши грибы на самом деле единственные вообще, и все были в шоке, бабушки говорили, что мы их поливали. В общем, там вообще, Может, наверное, подсняли там мы что-то? такую суету навели, так было прикольно, интересно, необычно, да, все подсняли, там было, наверное, что-то. Вот, в общем, невероятный опыт. Как бы Саша говорит, потом можно будет, может, тоже снять, будет прикольно потестить, поэкспериментировать, но уже будет не тот азарт, потому что сейчас мы были единственные, они говорили, что они фальшивые, неправильные боевики и так далее, потому что никто не верил. И мы продали как бы не совсем дорого, насколько это можно было бы сделать, так как их не существует больше здесь, на этом рынке. И, в принципе, наверное, в Минске, в Бресте мы тоже не видели, кстати, чтобы кто-то продавал Не на растут, дорогах. не растут. Никто не может найти. В общем, самое главное, по цифрам докладываем. Мы были 2,5 дня, можно сказать. Мы потратили $144 на все. С замками, с ресторанами, с бензином. Основная часть бензин, треть бензина, $50, по-моему, было стоить. В Беларуси бензин $1 литр стоит. Да. Ну просто, короче, точно, да. продали грибы на 47, на $48 мы продали грибы. Вот одна девушка купила, вывернула карманы, все деньги, которые были у нее, отдала. Это было у нее где-то $7. И потом вот в самом конце мужчина, мы там дешево ему отдали, как Да, бы. там уже но 5 минут осталось до закрытия, уже все собирались, и как бы пришлось, потому что... мы они сейчас уже- потестили кадр, Да. как вот будет видно. Я посмотрел на себя, я постарел на лет 7. Вот на 10 лет я постарел за эти Я 2 дня. тоже. Мы не спали, короче, очень жестко. Вот. Было тяжело, но было весело. Но сейчас мы идем просто Голливуде до утра, с пятницы на понедельник тратить кассу взятую. Вот. Но эмоции, конечно, Было полученные очень много, во было время очень вот много всей этой приключений. темы. Там вообще, я рассказывала. а, Просто она же будет в монтаже видео. Да, в общем, подписывайтесь, ставьте лайки, плюсики, огоньки, комментируйте, пишите, кто сколько зарабатывал на грибах, как не сбивать цену, как вот Научить маркетолог, надо Александра. да, потому что я был готов вообще Александр скинуть. готов был за бесплатно отдать все грибы. Да, в общем, очень долго, поэтому Александр мы не будем уже бедный. прощаться. Всем пока.